пошла тут. Так. Сейчас, соответственно, поделиться. Поделиться, это мы стоять, Зорька. Поделиться, блин. Вот он, Вайбер. Так, подключение. Хорошо. Так, здесь, соответственно, в Вайбере. Угу. Так, запускаем. Угу. Процесс пошел. Так, Анна, здравствуйте. Да, Анна у нас первой пришла. Или не первой? Ну, первой написала точно. Так, здравствуйте всем. Всем здравствуйте. Да. Так, что у нас? Что у нас с модератором-то? Коль, ты у нас модератором? Так, управление модераторами. Где у нас модераторы? Чтобы добавить модератора, блин. Ёкарный бываю. Укажите ссылку на его канал. Зашибись. Так, где ссылка на твой канал? Блин, сейчас найду заново. Нашел. Сейчас откроем. Так. Я. Бымц. Бымц. Бдинц. Динц. Торное подключение. Ну, я понял. Так. Все. Так. Я в малиннике. Блин, как мне повезло. Так. Одни девчонки пришли. Я вас тоже рад видеть. Да, сегодня встретил подписчика из Казани. Вот. Что это у нас с этим, со стримом-то тормозит собака? Коль, что скажешь? Ну, просто у меня тут вообще все повисло. Так, видно, слышно, ну, хорошо. Так, да, здравствуйте. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Так, ну, давайте тогда. Коль, ты мне тогда вопросов накидай. Вайбер, может быть, все это хозяйство. Вот. Угу. Так, про стенд. Стенд, в принципе, я ответил. Если поставили стенд, то, ну, там как раз-таки все не просто можно, там нужно применять, а то, о чем у меня везде написано. Вот. Во-первых, потому что, особенно, смотрите, если сердечно-сосудистая, да, необходимо все эти отложения растворять аккуратненько там, потихонечку, но их надо растворять. Второе, надо тонус сосудов вернуть в норму. Вот. Поэтому можно, нужно. Можно и нужно. Так, Коль, ты мне в Viber накидай все это хозяйство. Так. Можно. Там посмотри, в Ютубе люди вопросы оставляли. Вот. В Ютубе. Вообще к тому, что у меня на сайте расписано, противопоказания существуют крайне-крайне редко.
Вот. Главное противопоказание ко всем этим рецептам – это деревянность по самый пояс, особенно вот сверху. Когда не человек, а буратино, когда у него вместо мозгов опилки, тогда, понимаете, можно извратить вообще все. Любые слова, значит, любой смысл, любую инструкцию можно перевернуть как угодно и навредить себе как угодно. Вот. Я уже много раз говорил, что основная проблема примерно, да, с 80-х годов, основная проблема у инженеров, которые проектируют и производят технику для населения, это составить инструкцию от дурака, потому что предсказать действия дурака вообще невозможно. То, что для обычного человека является банальным здравым смыслом, ну, как, например, да, ну, нельзя сушить кошку в микроволновке, потому что нормальный человек прекрасно понимает, микроволновка предназначена для приготовления продуктов. Вот. Соответственно, если ты туда засунешь кошку, она у тебя превратится в рагу из кролика. Вот. Причем в шкуре там же, да? Вот. Это как бы понятно. Вот. Но дураку, оказывается, это непонятно. И привет, Алмате. Да. И получается таким образом, значит, человек-то про себя думает как? Ну я же не готовить кошку туда засовываю, я же ее посушиться туда засовываю в микроволновку-то. Вот. Он же не понимает, что микроволновка не знает его намерений. Она вообще ничего не знает. Это банальный механизм, который работает на определенных физических принципах и все. Вот. И так далее. То есть вот такие вот сложности. Так, поехали с вопросами. Так, как избавиться от герпеса? От герпеса. Герпес в первую... Значит, смотрите, герпес вылазит при двух случаях. Значит, привет Нижнему Новгороду, да. Смотрите, первый случай, это когда у человека много энергетики, да, он, ну, человек был заражен герпесом, у человека там повысилась энергетика, значит, он там тут перестал мерзнуть, здесь ему перестало быть жарко, он теперь в состоянии вообще, значит, схватить кастрюлю с кипящей водой голыми руками, вот, при очень высокой энергетике это абсолютно возможно, кстати говоря, вот. В этом случае герпесу становится неуютно, он начинает банально сбегать. Надо понимать, что он действует как элементарный гриб, а у гриба вот все, что торчит над землей, это орган размножения, что характерно. И совершенно не зря он выглядит именно таким вот образом. Да, вот этот вот гриб с ножкой и шляпкой. Вот, что характерно. Это банальный орган размножения. Все. Он, соответственно, распространяет споры для того, чтобы эти споры куда-то улетели, где-то зацепились и где-то заново начал разрастаться мицелий. Потому что вот этот вот мицелий, это и есть весь гриб. Вот. Соответственно, герпес ведет себя примерно точно так же. Он вылазит наружу для того, чтобы... И там происходит, либо человек сам сковыривает вот этот вот прыщик. И в этом случае, вот там выделяется жидкость, да, но вот эта жидкость, она и несет в себе вот этот самый вирус. Если человек давит вот этот прыщик открыто, да еще начинает потом рассматривать, значит, что это такое я выдавил, он получает перезаражение, кроме всего прочего. Вот, поэтому вирус герпеса необходимо накрывать ваткой, смоченной, например, эфирным лавандовым маслом. Особенно с добавлением, небольшим добавлением гемиксида, там, чтобы не больше 30% было. Накрыть можно, соответственно, выдавить и подержать. Есть, соответственно, рецепты, где берется крепкий раствор соды, концентрированный раствор соды. Значит, когда даже в горячей воде сода уже не растворяется,
горячий накладывается непосредственно на вот этот вот прыщ. Значит, единственная проблема там уберечься от ожога, то есть подгадать температуру так, чтобы это было больше 40, 42, но меньше 45, потому что 45 градусов обычно уже вызывает у человека ожог. Вот. И, соответственно, поддержать. После этого герпес очень долго себя не проявляет, как я понимаю, он не проявляет себя до тех пор, пока человек снова им не заразится. Вот. И второй случай, когда герпес себя проявляет, это когда у человека наоборот слабая энергетика. Вот. Когда человек ослаб, и вот этот вот товарищ, значит, решил развернуться в полную силу, захватить, так сказать, новые территории, происходит все то же самое. Вот. Например, там при простуде. Соответственно, методы лечения здесь абсолютно точно такие же. Вот. Либо это масло, вот, эфирное лавандовое масло. Или, значит, кому-то больше помогает масло чайного дерева. Вот. Все, по большому счету, понимаете? Вот. Но там это все хозяйство надо вот ватку намочили, приложили, пластырем приклеили. Эфирное масло, оно само по себе, конечно, активно. Оно само по себе при длительном применении в состоянии вызвать ожоги. Но по большому счету, если у вас на губе вот эта вот зараза вылезла, вам, в общем-то, без разницы. Вот с этим вот здесь ходить или, значит, на том же месте, но с ожогом. Вот. С ожогом предпочтительнее по одной простой причине, что как минимум вы походили 1-2 раза, и все. И у вас все прошло. Понятно, да? Вот. Ну и самое основное еще раз. Это повышение энергетики, общей энергетики организма. А это в первую очередь, значит, вода. В первую очередь вода. Значит, еще раз. Особенно тем, у кого есть мерзлявость конечностей, мерзлявость ног, мерзлявость рук. Когда начинаете много воды пить, в том числе зимой, вы перестаете мерзнуть, потому что, на удивление, расщеплять жир для получения глицерина, а именно глицерин в крови снижает вашу чувствительность к холоду, вот это вот расщепление жира невозможно без воды, что характерно. Вот таким вот образом, собственно. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Как восстановили позвоночник с подробностями, что делали и как? Ребятки, а смысл-то, если я вот это вот все хозяйство расскажу? Дело в том, что я все это хозяйство делал применительно к себе, раз, применительно, значит, к своему там финансовому положению, да, применительно к собственным знаниям и собственной тушке. Все. Скажем так, я сам себе там в состоянии был дозировать антибиотики, потому что я знаю, что, зачем, почему и как. Обычный человек, получая состояние близкое к тому, что, через что прошел я, пугается и прекращает. И это приводит к ухудшению состояния. С антибиотиками, ребята, всегда таким образом. Если вы не в состоянии, значит, переносить полную необходимую дозировку, лучше вообще не начинайте. В принципе, потому что иначе вы в противном случае обеспечиваете банальную резистентность микроорганизмов к этому антибиотику. Все. Значит, точно так же практически со всем остальным. Я банально регулировал сам все это хозяйство. И исходил, да, из симптомов. Вот. Еще раз говорю, я все это хозяйство расписывал как-то, выкладывал открыто, отдельно и так далее. Блин, столько гадостей получил на голову. Ну его нафиг, не хочу больше.
Лучше, если у вас есть проблема, вы приходите ко мне конкретно, да, и мы конкретно вот с вами начинаем работать там пошагово. Все, если вам действительно нужен результат. Вот. Потому что в большинстве случаев или очень часто получается таким образом, что человек банально не понимает, что надо делать. Вот он начал делать, он ведь ждет чего? Улучшений, да, своего самочувствия от этих действий. А наступает ухудшение. Естественно, с точки зрения, значит, человека, он абсолютно логически верно думает: так, мне было хреново, стало еще хреновее, значит, вот этот товарищ не знает, что он говорит, не понимает и так далее. Все. После чего, значит, просто-напросто от меня уходит. Вот. Банально не знаю, что есть определенные вещи, там тот же самый закон Геринга, например, вот, при котором получается таким образом, что человек всегда проходит в стадии своей заболеваний, да, две стадии, то есть острая стадия и хроническая. Вот когда через острую в хроническую прошел или сразу попал в хроническую, то вот чтобы вылечиться, ему надо проделать обратный путь. Вот, соответственно, ему надо пройти через острую стадию, а острая стадия вызывает чего? Ухудшение состояния. Все, банально, элементарно, вот, потому что ухудшение состояния – это, как сказать, побочный эффект от действия иммунной системы. Все очень просто. Так, поехали дальше. Как вылечить атеросклероз? Блин, долго, нудно и упорным трудом. Вот, опять же, ребят, на этом диссертации, блин, защищают. А вы хотите от меня в рамках стрима вот это хозяйство? Вот, ну, можно, конечно, убить сейчас час вот на вот это вот хозяйство. Но еще раз говорю, от того, что я расскажу, человек запомнит чуть-чуть, поймет, соответственно, чуть-чуть от того, что запомнил, а делать будет и того меньше. И результат будет хорошо, если нулевой, вот, а не обратный. Поэтому еще раз, если у вас есть проблема, вы приходите ко мне, и мы начинаем с ней работать, потому что зачастую там бывает, как сказать, очень интересным образом. Человек же вот пришел каким-то путем вот к этой вот болячке. Надо, соответственно, понять, каким путем он к ней пришел. И вот этим путем идти обратно. Фактически. Вот. Толку-то. Так, дальше, значит, поехали. Дальше поехали. Так, сейчас вернусь. Угу. Да так, Владимир, нет, не факт. Вряд ли человек будет пытаться заработать на сушке кошки там и так далее и тому подобное. Понимаете, это первый раз прокатывает. Первый раз в суде это прокатывает. Второй, может быть, значит, немножко он слупит с компанией. Третий раз, значит, скажут, так, это идиот, если идиот, то это надолго и свободен, блин. Трать деньги, значит, на лечение. Все. Нет, это не прокатывает. Понимаете, еще раз, первый человек, который обратился в суд за то, что к компании, он опрокинул сам на себя кофе. Ему принесли кофе в стаканчике, и он на себя этот кофе опрокинул. Своими собственными телодвижениями. Вот. Слупил сумасшедшие бабки с этой компанией. Потому что его, видите ли, не предупредили, что кофе горячий может вызвать ожоги. Все остальные обращения принесли владельцам шиш. Одни затраты на адвокатов. Все. Вот. Потому что там с той стороны, там где компания, там тоже не идиоты в адвокатах сидят. Так, дальше. До какого возраста каша полезна детям? Еще раз, значит, смотрите, каша полезна детям, каша детям не полезна. Здесь опять же все строго индивидуально. Насколько, как много этой каши? Каша может быть полезна всю жизнь, банально, как источник
витаминов группы В. Вот. Вопрос, если одна каша, то ни хрена полезного. Вот. Сколько раз уже было, когда, значит, есть вопрос, ребенок болеет постоянно, не может вылезти из соплей и кашля. Банально меняем рацион питания, убираем нафиг каши, убираем молочку, убираем сладкое. Через 2 недели ребенок перестает кашлять, строго через 2 недели. Но это максимум, да. Перестает-то он потихоньку, постепенно и значительно раньше. Перестает кашлять, перестает сопливить там и так далее. Понимаете? Банально мы корректируем питание. Все. Вот. Дальше. Как относитесь к фильтру обратного осмоса? Так. Такую воду тоже нужно кипятить, если в этом фильтре смысл. Значит, да, потому что, значит, смотрите, по фильтрам вообще отдельно. Если вы пропустили воду через фильтр, вы же ее в любом случае не кипятили, она у вас осталась сырой, чистой, но сырой. Почему я говорю про кипяченую воду? Потому что кипяченая вода всасывается очень быстро. Еще раз говорю, вот банально делайте эксперимент. Много ходили, по жаре ходили, приходите домой, напиваетесь чистой сырой воды. До упора там, сколько в вас влезет? 500 миллилитров, 750 миллилитров. И после этого засекаете время, сколько вы ходите с ощущением кирпича в желудке. Долго. Вы будете ходить, пока она у вас не переварится. Ну, минут 5, 10, 15. Сколько вы будете ходить с ощущением примерно такого же, но от кипяченой воды? Минуту? 2 максимум? Понимаете? Чувствуете разницу? Быстро всосалось, быстро работает. Не надо затрачивать энергию на переваривание. Вот. Все. Так. Где у нас? Нормально ли в 34 весить 50 килограмм женщине? Какой нормальный вес считается здоровым? Так, вот смотрите. Какой вес является нормальным? Вот эти все таблицы, которые вам впихивают в интернете, давным-давно устарели, лет 20, наверное, уже точно. Как? Потому что Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день считает нормальным тот вес, который стабильный. Если он не растет интенсивно, если он не падает интенсивно, если этот вес у вас стабилен, там небольшие плюс-минус в зависимости от сезона и внешних условий, это нормально. Это раз. Один критерий нормальности. Значит, следом накладывается второй критерий нормальности. Если этот вес не мешает вам жить, ну, это относится в первую очередь к людям тучным, да, то есть вы без проблем там на 4-5 этаж поднимаетесь без лифта. У вас нет от этого одышки, у вас, значит, там не отваливаются от этого ноги. Если он не мешает вам энергично ходить по городу, это для вас нормальный вес, даже если вы весите 200 килограмм. У нас есть борцы сумо, например. Вот. То есть физическое состояние организма соответствует весу, или вес соответствует физическому состоянию организма. Все. Как только вес вас начинает тяготить, так значит этот вес стал излишним. Кто бы что ни рассказывал вам до этого. Понятно, да? Это значит основное. На тему низкого веса, маленького веса. Встречаются такие моменты, когда при абсолютно нормальном, здоровом организме человек выглядит как жертва Освенцима, фактически. Кости обтянутые кожей, там мышц практически нет. Я таких дам встречал. Вот. Одна из них
у одной из них, где она жила, в лифте, значит, лежали кирпичи, потому что иначе лифт на нее не реагировал и просто никуда не ехал. Вот. Да. Ну, куда деваться? Значит, при этом всем человек был абсолютно здоровый, нормальный, вот. Вел нормальную жизнь. Ну, почему нет? И такое бывает. Если бывают люди сильно тучные, то, наверное, для равновесия должны быть и люди наоборот. Вот, так что единственная проблема – это ветром сдувает, как я понимаю. Все остальное – это нормально. Вот. Так, дальше. То есть 50 килограмм в 34 года, ну, не вижу сложностей, не вижу. Да, обычный вес резко начинает, когда он начинает падать резко, вот это должно начинать беспокоить, потому что там, скорее всего, присутствует онкология, скорее всего. Так, вопрос по вашим курсам. При приобретении сколько раз можно будет консультации брать? Не знаю состав курсов, можно ли приобрести третий курс позднее дегельминтизации и детоксикации. Так, еще раз, смотрите, детоксикация и дегельминтизация рассчитаны на одновременное применение, вот, и длительность примерно 3 месяца, что тот, что другой. Соответственно, обычно хватает одной консультации после того, как человек вот курс купил, причем консультация же бесплатная, вот, человек курс купил, он прочитал все это хозяйство, возникли какие-то вопросы, человек со мной связывается, мы общаемся, я объясняю сам принцип, человек все понимает, обычно этого хватает. Очень редко, крайне редко бывают такие, которые начинают там чуть ли не каждый день по каждому чиху, по каждому вопросу, значит, спрашивать. В этом случае я задаю вопрос, уважаемый, вам вот вообще вот это вот поможет, если вы собственной головой не думаете, а пытаетесь изображать постоянно журналиста? Вот. То есть, соответственно, второй-то раз я отвечу, третий, наверное, раз я тоже отвечу, четвертый раз, наверное, я уже буду коситься, вот, и посылать думать самостоятельно. Вот. Но обычно, еще раз говорю, одного-двух раз вот так вот достаточно. Там главный принцип понять, больше ничего не требуется. Соответственно, третий курс, да, он, естественно, приобретается чуть позднее первых двух, но желательно, чтобы между ними, если что, перерыва-то не было. Вот. То есть за месяц до окончания первых двух курсов все-таки надо брать третий. Вот. Пока, значит, мы состыкуемся, чтобы я ответил на ваши вопросы, пока вы найдете все необходимые препараты и их закупите, вот, и так далее. Соответственно, он длится у нас 5 недель, и после него требуется 4-й курс биотической терапии. Вот. Значит, тот уже, соответственно, рисуется вообще строго индивидуально. Да. Вот. Исходя из конкретных задач, которые стоят. Потому что там необходимо уже варьировать. В том числе цитамины, например. Да. Так. Как восстановить кислотно-щелочной баланс в организме? Знаете, есть у механиков такое выражение: не мешай машине работать. Вот здесь примерно то же самое. Достаточно придерживаться нормального, здорового питания, и кислотно-щелочной баланс восстановится сам. Если он почему-то не восстанавливается, скорее всего, кто-то в вашем организме мешает этому. Все. Дальше минус нахлебников, значит, и снова здоровый образ жизни. Обычное нормальное питание. Нормальное здоровое питание – это у нас
Ну, как сказать. Вот представьте, вы попали на необитаемый остров примерно как Зон Круза. Да? Козы, пожалуйста, бегают, кролики какие-то, значит, скачут, какие-то птички, значит, съедобные присутствуют, вот, и так далее. Есть, соответственно, у вас какие-то пальмы, на которых растут какие-то фрукты, вот. Вот тот образ жизни, который вы будете вести на этом острове, вот он и будет у вас, соответственно, здоровым. То есть, как минимум, без излишеств, достаточно энергично будете двигаться во все стороны, в том числе вверх по пальме. Вот. У вас будет неплохой такой баланс между, значит, животной и растительной пищей. Вот. Меню у вас будет относительно разнообразное, начиная там от козы, и если вам не повезет, значит, до мяса змей, вот, опять же, ну, фактически готовая сосиска, да, вот, только это, да, оболочку надо снять, значит, собственно, все, вот, понимаете, вот, что там с кашками? Есть там овсянка на завтрак? Нету? Ну и не надо, понятно, да? Поймал рыбку, значит, у тебя на ужин рыбка. Не поймал рыбку, не будет у тебя на ужин рыбки. Значит, не отловил коз, не сделал для них кораль. Вот, значит, не будет у тебя козлятины. Не залез на пальму, потому что лишний вес мешает. Ничего страшного, похудеешь, залезешь. Или сначала залезешь, потом в процессе похудеешь. Голод не тетка, заставит махом. Вот. Все. Вот это вот, ребята, зелень, пожалуйста, когда голодал, начинаешь жевать вообще все. Вот. Это же Чарли Чаплин не просто так придумал, когда он там, значит, это собственный ботинок отварил, значит, и съел. Понимаете? А что, кожа? Люди в таких условиях солидол едят. Вот. А куда деваться? Да. Вот такие вот дела. Так. Так, как стать умнее? Глицин, йод, лецитин, это работает? Ну, во-первых, да. Во-первых, это все-таки работает. Во-вторых, а какой ответ вы от меня хотели услышать? Вот такие вопросы всегда несколько удивляют. Ну, хорошо, я вам сказал, работает. И дальше что? А если я соврал? Да. Так, диабет можно вылечить. Можно вылечить диабет. Так. Дальше. Молоко нейтрализует действие перца. Остальная молочка тоже так делает. Значит, смотрите, молоко, да, и продукты из молока. То есть, в первую очередь, что у нас там работает? Молочные белки у нас там работают, да? То есть, молоко в неизменном фактически виде, это у нас непосредственно само молоко, это у нас сливки и, собственно, отчасти сметана уже, вот, соответственно, отчасти ряженка, меньше творог, меньше, еще меньше сыр, вот, и так далее. Все, ну да, оно же связывает, не просто нейтрализует, оно связывает. Можно и молоко наперчить так, что у вас глаза вылезут на макушку, как это, у краба. Понимаете? Вот. Соответственно, если я делаю омлет, я учитываю, что молоко все-таки связывает перец, поэтому перца добавляю больше, чем обычно в блюдо. Все, это достаточно. Так, пока же имел в виду про завтрак. Ну, то же самое. То же самое, да. Углеводы это, конечно, хорошо, это быстро, но смотрите, момент какой получается с углеводами. Углеводы, они прекрасно кормят не только вас, не только ваших детей, но и ваших глистов.
Понимаете, это пища для энергичного роста, опять же, не только для вас и ваших детей, но и для ваших глистов. И очень часто бывает так, что вот когда дети очень интенсивно растут, им требуется, вроде как родители считают, большое количество углеводов, да, нужно, вот, каш и так далее. Но там, кроме всего прочего, начинают закармливать глистов, и быстро, энергично растущие дети, опережающими, что называется, темпами, очень часто заполучают диабет. Почему? Выкормили вот эту вот заразу-то. Вот. Причем детский диабет, он самый жесткий. Почему? Потому что глисту без разницы, в ком селиться, понимаете? Он все равно вырастет вот такая вот сволочь. И не один, а трое как минимум. Самка и два самца. Скажем так, количество токсинов на массу тела это будет значительно больше, чем у взрослого. Понимаете, вот здесь вот моли уже можно считать, количество вещества на какую-то массу. Вот. И все. И поэтому там фактически у детей бывает так, что вот эти вот датчики, которые определяют количество сахара в крови, фактически вырубает. И ребенок начинает вообще вот это вот все жрать, печенюшки, конфетки, там сахар, там и т.д. и т.п., там бананы, все сладкое, значит, родители смотрят на это хозяйство. Ну, ребеночек же растет, ему же вот надо, а у ребеночка потом хлобысь и понеслась. И, надо каким-то образом ребеночка еще и вырастить здоровым. И только когда он достиг определенного возраста, его можно более-менее нормально пролечить. Вот в чем дело. У нас сейчас, скажем так, очень сильно законодательство ограничило. Раньше продавался, например, пурген, к примеру, и можно было использовать пурген, можно было использовать, например, действительно коньяк со сладким чаем, даже ребенку, вот, и быстро вывести все это хозяйство. Сейчас пургена нет. В результате уровень интоксикации от алкоголя очень сильно вырастет. Понимаете? Кто решится на то, чтобы напоить коньяком, а какая разница? Там по большому счету разницы-то нет. Что взрослому мужику требуется там примерно полстакана коньяка, что ребенку. Вы себе это представляете? Ребенку полстакана коньяка. Это почти смертельная доза. Нельзя такого делать-то. Нельзя. Вот. Поэтому надо изначально иметь в виду, что на сегодняшний день у нас на земном шарике свирепствует несколько эпидемий. У нас эпидемия трихомоноза – раз. У нас эпидемия как раз-таки диабета – два. И как минимум, значит, у нас свирепствует эпидемия СПИДа. Все. Вот СПИД, он точно есть. Синдром приобретенного иммунодефицита. Любое, значит, неправильное лечение приводит фактически именно к СПИДу. Понятно, да? Особенно затянутое, запущенное и так далее. Так, дальше. Так, с кайенским, да. Остальные блюда. Дело в том, что там зелень. Точно так же гельминты не любят зелень. Особенно ароматическую зелень. Укроп, петрушка, лук зеленый, там зеленые стрелки чеснока, например. Они категорически этого не любят. Дети все это хозяйство прекрасно едят. Если их не закармливать сладким, вот после сладенького никакая зелень не полезет. Никакой чеснок, никакой, тем более лук туда уже не полезет, понимаете? Вот основная беда и проблема родителей в том, что они, значит, идут вот на эту вот фигню, ведутся маркетинговую,
Покупают там всякие киндер-сюрпризы, какие-то вот конфеты. Ну как же Новый год ребеночку конфетку не дать? Ну ведь праздник же. И что дальше? Ну праздник же, дайте ему водки в конце концов, да? А что? Ну праздник же, ёп. Или коньячку там. Не? Так это точно так же не надо. А зачем? Была, значит, сцена в магазине, значит, передо мной стояла мадам с ребенком. Вот, ребенок, значит, конючил, купи там какую-то конфету, ему, значит, надо было. Вот. Я вижу, маман, значит, вся измученная, ребенок приставучий такой, она не умеет ему отказать. Вот. Я, значит, ребенку-то, слышь, ты у стоматолога-то был? Тот был. Понравилось? Нет. А еще хочешь? Нет. Ну как не хочешь? Ты же конфету просишь. От конфеты зубы портятся, к стоматологу пойдешь. Тот ты задумался. Я говорю, так что? Надо конфету-то? Если что, говорю, я тебе куплю. Не надо. Блин, ребят, умеете построить беседу в конце концов с ребенком-то? Так, дальше. Да, я вас тоже рад видеть. Так, может ли поперечное плоскостопие быть первопричиной артрита? Нет. Вот та первопричина, которая привела к артриту, может быть причиной плоскостопия. Как раз таки, но не наоборот. Так, дальше. Лечу перелом по вашим рекомендациям. Все отлично, спасибо. Пожалуйста, на здоровье, главное, чтобы помогало. Так, возможно ли вырастить зубы? Так, что вам об этом известно? Значит, теоретически, ребята, вырастить зубы, в принципе, можно. У нас на самом деле в организме заложены вообще сумасшедшие, огроменные потенциалы. Вот есть такая саламандра, хитрая, значит, которая в состоянии отращивать себе все, что угодно. Хвост, ну, про хвост все знают, да, любая чапчерица это умеет. Вот, лапу эта саламандра может, значит, себе отрастить. Она может себе отрастить даже половину мозга, то есть полбашки ей оттяпали, значит, она себе заново все это дело вырастила, восстановила. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта саламандра в состоянии обеспечивать очень высокую энергетику в своем организме. Либо она ее получает извне, либо она ее производит внутри себя. По большому счету человек может все то же самое. У него, что характерно в ДНК, заложены вот те же самые механизмы. Вот. Единственное, что они заблокированы. Почему? Потому что для человека на планете Земля энергетики недостаточно. Он не сможет себе, значит, отрастить новую конечность. Он загнется. Он сожрет собственные запасы энергетики, у него не будет сил никуда двигаться, и мозговая активность, которая требует много энергии, на самом деле сойдет на ноль, после чего товарищ чего? Сдохнет окончательно. Понятно? Вот так вот. Вот точно так же, как регрессивный ген у человека, значит, активирован, вот, в результате чего близкородственные браки приводят к уродствам, вот, и невозможности дальнейшего размножения. А у животных все, пожалуйста, работает. Понятно, да? Вот. У человека все это хозяйство есть, но, блин, вот. Поэтому вырастить зубы, в принципе, можно. Только вы представьте, насколько, откуда он будет брать энергию-то нам. Да. Так, жировой гепатоз. Вкратце, как вылечить? Как минимум диетой. Как минимум диетой. Опять же, надо посмотреть, как жили до того. Это уже на консультацию, пожалуйста. Расскажите подробно, что у вас как было, соответственно,
можно будет уже подумать, чего делать, собственно. Вот. Так. Может ли помочь постановке диагноза темнопольный микроскоп при постановке диагноза по образцу крови? Подозрения на нематоды. Сдавали не один раз кровь, кал на яйцеглист, ничего. Значит, еще раз, смотрите, повторяю, правильно сдавать анализы на яйцеглист можно только в условиях стационара. 2 недели минимум в условиях стационара. В норме 3 недели в условиях стационара. 3 раза в день сдается либо кал, либо мазок из заднего прохода. Сдается, значит, мокрота. Там делается провокация, чтобы человек начал отхаркивать. Значит, сдается на анализ мокрота точно так же 3 раза в день. 3 недели. Потому что там может сидеть глист, у которого, скажем так, когда много глистов, там, да, вот яйца идут потоком. Сегодня один яйца сбросил, завтра другой, послезавтра третий. Вот это вот хозяйство идет непрерывным потоком. Тогда в любой случайный момент времени, значит, анализ взяли, все, бамс, показало, да. Но если у вас не такая картина, сидит там парочка крупных, и они, соответственно, яйца выдают порциями. Вот. Вот для того, чтобы захватить вот это вот все, требуется 3 недели. Понятно? Но это давным-давно никто не делает. По одной простой причине. Гельминтоз не является с точки зрения медиков смертельно опасным заболеванием. Хотя, по большому счету, человек умирает от интоксикации. Так или иначе, даже вот эта вот ранняя смерть у мужчин, значит, это результат банальной интоксикации. Все. А там уже накладывается до кучи, там где-то алкоголь накладывается, гельминтоз накладывается, недостаточное питание накладывается. Недостаточное питание обеспечивается не только, как сказать, бедным кошельком, но и тем, что глисты банально человека объедают, и, соответственно, не все синтезируется в кишечнике, не все всасывается в кишечнике, вот, и так далее. У женщин, опять же, энергетика значительно выше, чем у мужчин, поэтому на них это действует не так сильно. Все, банально. Так, дальше. На каком расстоянии можно смотреть на сварку? Ну да, темнопольный микроскоп, конечно, помочь может. В том случае, если, опять же, тот, кто работает с темнопольным микроскопом, он понимает, что ему надо искать, да, и он это хозяйство будет искать. Вот. Но зачастую, еще раз говорю, бывают такие случаи, когда анализ дан, посмотрели вместе с врачом, ничего не увидели. Вот. Чаю попили, через 15 минут посмотрели, те же самые снимки. Снимки, понимаете, не тот же самую пробу, а снимки посмотрели уже. А там что-то новенькое нашлось. Еще через 15 минут, еще что-то новенькое нашлось. Я уже выпускал видео, это что-то мистическое. На самом деле глисты, что называется, умеют отводить взгляд. Вот. Даже когда они есть, они присутствуют даже на, вот банально на снимке, вы их, скажем так, не видите, что называется. Нет, глаза видят, мозг не осознает. Такая вот фигня. Так, на каком расстоянии можно смотреть на сварку? Сварщики говорят, что вообще ни на каком. Не, ну, вот на тему расстояния я вам, в принципе, не скажу. Так вот, это надо банально считать. Это надо считать уже. Там же идет, чем дальше от источника света, тем, соответственно, меньше интенсивность излучения. И, соответственно, там, по-моему, падает все это хозяйство в геометрической прогрессии. Соответственно, надо смотреть интенсивность и считать, на каком расстоянии какая интенсивность будет. Вот. Я как-то этим ни разу вопросом не задавался. Вот. Тем более я очкарик, стекла стеклянные, ультрафиолет не пропускают, поэтому мне вообще по барабану этот момент. Так, на необитаемом острове главным самым ужином не стать. Ну, кому? Кому? Вот для кого?
Медведи там обычно не водятся, крупные хищники обычно не водятся в таких местах, а аборигены на самом деле людей не едят. Так, как вы относитесь к консервированному мясу? Тушенка, говядина, свинина, есть ли польза в употреблении консервированных продуктов? Но опять же, консервация, она бывает разная. И момент такой. Вопрос поставлен немножко неправильно. Здесь организм, он сам определяет, что ему надо. Понимаете? Тушение, например, оно обеспечивает самое главное уничтожение, тепловую обработку обычную. Но вы же тушите мясо в кастрюле, в сковороде. Здесь происходит все то же самое, тепловая обработка, при которой достигается практически полное уничтожение патогенных микроорганизмов. Все. Это самое главное, что достигает у нас вот именно тушение мяса, именно для консервирования. По большому счету все. Поэтому, что вы потушили мясо просто так в кастрюльке, что вы чуть дольше его тушили для консервирования, там домашнего, например. Дома люди в банке мясо закатывают, бывает такое. Вот. По большому счету разницы нет. Пожалуйста, кушайте. Вот. Самое главное, чтобы туда не пихали никакие антибиотики. Вот что самое главное. Так, тему тюбажа. Работает ли, как лучше его делать? Да не работает это все, ребят, не работает. Вот. Оно срабатывает, день, два, там, три, чуть-чуть, немножко. Вы даете дополнительные кислоты. Соответственно, для того, чтобы погасить эту кислоту, сбрасывается чуть больше желчи. Вот. При этом всем вы используете масло, это масло омыляется этой самой желчью. Вот, и на выходе вы получаете вот это вот, которое вы принимаете за желчные камни. На самом деле, когда желчные камни, они, как сказать, на выходе из кишечника уже никак не выглядят. О том, что они выходят, вы можете, скажем так, понять по резко усилившемуся неприятному запаху, к примеру. Если камушек крупный, особенно как показывают многие, из меня вот такие вот несколько вышло, блин. Мама дорогая, там просвет холидоха 5 миллиметров, до 5 миллиметров. Значит, все, что крупнее 5 миллиметров, 6 еще с трудом пролазит, с болевыми ощущениями. Значит, 7 миллиметров обычно застревает. Вот. Соответственно, человек получает качественные такие болевые ощущения, значит, и плюс ко всему механическую желтуху. Все. Еще раз, ребят, тюбаш не работает. То, что у меня там вот этот вот рецепт мягко почистить печень, там лимонный сок и так далее, извините, ребят, это моя шутка. И вообще, размещено это было для тех, кто понимает, и самое главное, там в приписочке в конце про йод. Все, вот это вся польза в этом йоде. Все остальное это так, пожалуйста. Это у вас фактически майонез получается. Вы смешали масло с кислотой, вот, можно туда еще яйцо добавить, совсем замечательно будет. Мед уже так, для вкуса, значит, можно еще специй каких-нибудь добавить, да, и у вас получится прекрасный десертный майонез. Собственно, все. Так, дальше поехали. Дальше поехали. Верна останавливается только на 50% за 10 лет. Нет, не верна. Вот, я ходячее тому подтверждение. Да, я в эфире. Значит, нет, не верна эта точка зрения, я ходячее тому подтверждение. Значит, у меня официально поставленный диагноз, раздавлены были 3 межпозвоночных диска.
Вот. Было значительно уменьшено расстояние между позвонками. В результате, соответственно, пошел воспалительный процесс, который опять же начал пережимать пучки нервных волокон, в результате чего я заполучил мощнейшие болевые ощущения, в результате чего пошло онемение пальцев, например. Вот. Организм все это хозяйство компенсировал тем, что меня банально вот так вот в бок перекосило и примерно так же еще, значит, назад перекосило. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять, ни ходить, я ничего не мог. Я не мог носки надеть, я не мог воспользоваться туалетной бумагой в туалете самостоятельно и так далее. Это было что-то с чем-то. Вот. Тем не менее, я все это хозяйство восстановил сейчас я скажу, если в конце января, в начале февраля, да, в самом начале февраля меня бахнуло, вот считайте, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, да, с 1 июля, вот, я уже был на стройке. Окончательно восстанавливал хрящевую ткань, которая нормально формируется только под нагрузкой. Без нагрузки хрящевая ткань рассасывается. Ну, так, за ненадобностью. Вот. При этом интенсивных действий там было фактически где-то апрель, май, июнь. 3 месяца интенсивных действий. Вот. Я восстановил все это хозяйство. К врачу, это главврач была, значит, я пришел в конце июля. Вот. Я говорю, вы меня помните? Да, помню. Вот. У вас же, говорит, снимок-то смотрели. Я говорю, меня смотрели. Вот. Снимок ей показал. Да-да-да. А как вы, говорит, себя чувствуете, как вы ходите? Я при ней встал на мостик прогибом назад. Не по стеночке, не из положения лежа, а банально стоя прогибом назад. Вот. Сколько мне было? Ну, почти 34 мне уже было. Вот. Я встал на мостик. Она обалдела. Как, говорит, вы это сделали? Блин, вы, говорю, врач, вы мне должны были рассказать, как это сделать. Собственно, все. Так что все это хозяйство восстанавливается. Так, вирус СПИДа, это который ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Вот. С вирусом ВИЧ я уже говорил. Значит, я, как сказать, не гадалка, я гадать не буду. Существует на данный день как минимум 2 научных точки зрения, 2 группы ученых, которые бодаются между собой. Одни говорят, что они выделили вирус ВИЧ, вторые говорят, что это профанация, никто вирус ВИЧ не выделил, никто его еще в глаза не видел, никто его... Понимаете, дело в том, что значит выделить его? Это значит, действительно его надо вот найти, взять, скажем так, за хвост, поместить там, я не знаю, в чашку Петри и получить из него колонию, размножить. Вот. После чего, соответственно, для проверки взять эту хрень, там внести мышки, вот, посмотреть, у мышки теперь ВИЧ развивается. Да, значит, это оно. Потом, значит, взять там обезьянки, все это дело посадить. Да, вот, теперь у обезьянки развивается ВИЧ со всей, значит, симптоматикой, значит, это оно. Понимаете? Вот. Есть сообщение о том, что вирус ВИЧ был выделен кем-то. Сообщений таких, по-моему, то ли 2, то ли 3. Ну, их, как бы, смотря с какой степенью достоверности. Но вот так, чтобы действительно взяли вот этот вирус, там подсадили мышки и получили больную мышку или больную обезьянку, вот такого еще ни разу не было. Поэтому, соответственно, вопрос. Одни утверждают, что они выделили вирус, они его видели, но, понимаете ли, он такой хрупкий, он бамс, и быстро помер, и мы не успели ничего сделать. Да, но мы его видели. Другие говорят, ха-ха, раз вы его не выделили, если вы его не смогли размножить, если вы его не смогли кому-то там подсадить, значит, хрен его на самом деле не существует, а есть какой-то комплекс различных факторов, которые банально
уничтожают иммунитет человека, и на этом какая-то хрень там, собственно, паразитирует. И все. Понятно, да? Вот, все. Две точки зрения. Вот. Люди за вот эти, что эти, они получают зарплату за это все хозяйство, какие-то гранты на исследования, там какие-то премии там за научные степени, надбавки у них и так далее. Вот. А их последователи, которые вот здесь вот на земле, соответственно, бегают, ломая копья, значит, там, и пытаясь привлечь прокуратуру. Одни говорят, значит, там, что, блин, это ВИЧ-диссиденты, они отрицают, они отвергают, и они подвергают там своих детей опасности. Другие говорят, блин, вот это вот лечение от этого ВИЧа на самом деле подвергает людей опасности, там, и т.д. и т.п. И вот эти вот люди вот так вот бодаются. Вот. Позиция прокуратуры на данный момент мне вот вообще непонятна. Эти-то куда, блин, лезут, если там академики, блин, определиться не могут? Ну, вот такая вот хрень. Значит, здесь потому что завязаны достаточно крупные деньги на содержание вот этих вот ВИЧ-центров, на, значит, обеспечение их лекарственными препаратами, которые очень дорогие, да, вот там производство этих препаратов, которое, соответственно, финансируется государством, там каким-то, в том числе частными фондами и так далее. Ну, короче, если большие деньги здесь затронуты, правды, по большому счету, хрен найдешь. Вот. Так что берегите иммунитет, чтобы на вас не ставили опытов. Да. Так. Каковы причины аутоиммунных процессов в организме? Опять же, вопрос поставлен неправильно. Считается, что вот аутоиммунная агрессия – это когда иммунитет начинает пожирать сам себя, свой же организм и так далее. Это сродни тому, что вот бамс, я, значит, взял скалку, значит, и сам себе по голове начал, блин, долбать. С ума типа сошел. Ну, врачи во всяком случае так вот это все хозяйство объясняют. На самом деле, да, и при этом всем, почему назначается, собственно, лечение иммунодепрессивное, которое иммунитет подавляет. Ну, чтобы он якобы не жрал организм. Да. Вот. На самом деле, там банально действительно упавший иммунитет, присутствует, соответственно, острая форма трихомоноза, недиагностированного, единственное что, в результате которого происходит, соответственно, развитие какой-то болезни, каких-то проблем в организме. Вот. Здесь мы должны понять такие вещи. Иммунодепрессивная терапия почему-то ни хрена не помогает. Вот. А терапия, направленная на повышение иммунитета, почему-то приводит к тому, что заболевание заканчивается. Что характерно, да? Вот. При этом, опять же, мы должны понимать такую вещь, что когда иммунитет низкий, тогда иммунный отклик, что называется, он тоже очень слабый. И чем ниже иммунитет, тем слабее иммунный отклик. Ну, это как с чем можно сравнить? Вот одно государство напало на другое, да? Если у обороняющихся достаточно сил, будет жаркая битва, и там, соответственно, кто-то кого-то, значит, покрошил нафиг, да? Вот. А если у той стороны, на которую напали, сил-то нету никаких, то, соответственно, и крупной войнушки-то не будет. Понимаете? И внешне это будет как выглядеть? Вот люди и техника отсюда приехали, вот здесь вот расположились, вот, ни стрельбы, ни взрывов, да ничего, собственно, не будет. Будет полнейшая тишина. Понятно, да? Вот. Вот с иммунитетом абсолютно такая же вот самая картина. Вот. Если, соответственно, мы поднимаем иммунитет в случае аутоиммунной агрессии, да, вот из хронической формы это начинает переходить в острую, и там начинается вот это вот бурление. Закон Геринга. В самом начале я об этом говорил. Понятно, да? Вот. Так. То есть, опять же, причина инфекция и слабый иммунитет. Так, да. Пучками из своего сада лук, чеснок, конфеты не даем. Спасибо еще раз. Пожалуйста. Так, аутизм почему?
Ой, почему аутизм что? Так, полезно ли кокосовое масло? Смотря для чего. Мазаться им говорят полезно. Опять же, ребят, есть такая формула. Где родился, там и пригодился. Понимаете, у вас в огороде растут кокосы? Нет? Зачем вам кокосовое масло? У вас есть подсолнечное масло, у вас есть рапсовое масло, у вас куча масличных культур растет вот там вокруг вас, где вы живете. Зачем куда-то еще зачем-то лезть? Дело в том, что обычно свойства масел, они очень сильно пересекаются. Еще раз говорю, рассказы об эволюционном развитии – это все чушь, бред и ересь. Это, блин, это как в том анекдоте, вот доктор, вот вы говорили греть нос яйцами, да, говорил. Вы понимаете, в принципе-то я грею, но, блин, яйца сильно только болят. Почему болят? А тянуть же сильно приходится. Вот здесь примерно все то же самое с этой эволюционной теорией развития, вот, на которую наложился маркетинг. И они вам все что угодно расскажут, что вам полезно. Вот. Так, дальше. Ребенок 5 лет, поставлен диагноз нарушения работы гипоталамуса, что может нас ожидать в дальнейшем. Вопрос, почему, в чем причина, какие сопутствующие заболевания, потому что организм, еще раз, это самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся система. Понимаете? Он начинает сбоить только тогда, когда что-то ему мешает нормально работать. Устраните причину, и работать начинает нормально. Сам восстанавливается. Вот, соответственно, что там не так? Вот, какие там проблемы? Там могут быть гельминты, которые, значит, по кровотоку добрались до мозга и там, соответственно, засели, отравляют ядами. Вот. Там может быть какая-то инфекция, там может быть какие-то генетические проблемы, нарушения, изменения если организмы матери или отца, особенно матери, были сильны под интоксикацией в момент зачатия там, или в процессе беременности. То есть, может быть, там прививки на это хозяйство подействовали, те компоненты, которые являются консервантами. Понимаете, я не знаю. Надо смотреть, надо изучать. Так я вам ничего не могу сказать. Так, как обследовать стопы? Больно наступать утром давно. А вы знаете, попробуйте побольше пить воды. Раз. Побольше пить воды вечером. Значит, только не чай с печенюшками, а именно воды. Ну ничего, ну побегаете в туалет, будете вставать. Встали, сходили, попили, легли, через час встали, сходили, попили, легли. Ну, дня 2-3. Ну, в смысле, 3 ночи вот так вот, в таком режиме. Потом перестанете вставать. Потом вам будет достаточно. С вечером попили, и уже нормально. И уже не встаете до утра. Вот. Да, могут отеки полезть. Ничего страшного. Ничего страшного. После того, как организм промоется, отеки пройдут. Вот. Скорее всего, там вот такая проблема. А с вечера, соответственно, ноги надо парить в горячей воде. Можно с горчицей, можно с перцем, можно туда соли добавить. И вообще можно сделать рассол, в котором обычно солят огурцы. Во! У нас организм умеет всасывать не только через тонкий кишечник, но и через стопы ног. Ноги надо помыть, потом, соответственно, распарить хорошо. Вот. Потом сразу же надеть, ну, до испарины на лбу их распарить ноги. Вот. Только, опять же, надо кипяченую воду лить, не горячую из-под крана, блин, где хлорки масса. Вот. А нормальную воду в кастрюле там вскипятили, подливаете себе в тазик. Вот. Сидите, фильмы смотрите, балдеете, там чай горячий пьете, потом сразу шерстяные носки под одеяло, значит, и спать. Попробуйте таким образом.
вполне может статься, что там банально нехватка воды. Так, в детском возрасте энергии хватает. Да, дети выживают, меняют молочные на постоянные. Почему в дальнейшем этого не происходит? Что делать, чтобы произошло? Ну, почему? У нас есть механизм, который запускает замену зубов где-то примерно на рубеже 110-120 лет. Кто-то доживает до этого возраста? Вот. А до этого момента зубы там просто даже не начинают. То есть надо их заставить сформироваться еще, чтобы они там начали расти. И я сильно подозреваю, что выдирание зубов из-за того, что там инфекция там и так далее, очень сильно вот на это хозяйство влияет. Вот. Больше ничего сказать не могу. Сам не знаю. Я бы с удовольствием отрастил, если бы знал как. Так, можно ли без хирургии вылечить копчиковый свищ, кисту? Не знаю. Надо смотреть подробнее, где, чего, как, причины, на какой стадии там и так далее. Так, что может являться первым шагом к излечению гипертонии? Чистка сосудов. Первый шаг чистка сосудов, одновременно с этим увеличение количества выпиваемой воды, выведение токсинов там и т.д. и т.п. Вот. Ну и плюс все это хозяйство на фоне подвижности сердца надо тоже тренировать. Это же у нас мышца, ее надо тренировать. Вот. Хотя банально ходьбой. Банально ходьбой. Так, я тут, дядьку, слышал, рядом с вашим местом стоянки баллон дихлофос обмазываете медом, за 100 метров оставляете, медведь не подойдет к вам почти точно. Нифига не понял. Так, что во сколько съесть на ужин, возможно еще перекусить, чтобы хорошо спать. Строго индивидуально. Смотрите, еще раз. Когда мы чувствуем голод, это говорит не о том, что у нас нехватка пельменей в организме, или нехватка макарон в организме, или нехватка, значит, крахмала в организме. Это говорит о том, что у вас нехватка углеводов, каких-то белков, значит, каких-то аминокислот, соответственно, там, витаминов и микроэлементов. Когда, соответственно, вы четко понимаете, чего именно вам хочется, то есть вы не просто чувствуете голод, а конкретно понимаете, чего вы хотите. Значит, вот то, чего не хватает в вашем организме, содержится вот в этом вот блюде, которое вы хотите. Ну, за исключением, если только вам не хочется там пироженки, например, да, потому что если конкретно об сладком, это значит глисты ваши там соскучились, вы давно их не баловали. Вот. Поэтому, если вы съедите именно то, что требуется вашему организму, там в 6 часов, в 7 часов вечера, вы будете спать прекрасным образом. Но если организм недополучил того, что он хотел, потому что вы перекусили макарошками, вот, а не вот этим вот, не манго, которое вам хотелось, там аж слюни бежали, да, или там не селедкой с луком, которую вам хотелось, но которую вам было категорически лень чистить, поэтому вы плюнули на это хозяйство. Вот. Естественно, организм в 11 вечера вас пинками поднимет и погонит к холодильнику. Понимаете? А потом вы, соответственно, там наедитесь всего подряд, и вот среди вот этого вот всего подряд найдется хотя бы немножко того, чего организму надо было, и он наконец успокоится. А вы будете вот с таким вот животом, и, естественно, вам будет сложно не то, что там сидеть, стоять, но и лежать. Вот. Все. Поэтому еще раз, надо внимательно понимать и слышать, что организм вам говорит.
и питаться именно так, как хочет ваш организм, на самом деле не так дорого, как кажется. Понимаете? Там купить картошки к этому, значит, купить там колбасы пожарить, или там к этому купить курицу, которая практически никакой пользы не приносит. И это все вместе будет стоить больше, чем вот то манго, которое вам хотелось. Понимаете? Хотя дорогой экзотический фрукт. Вот в чем дело-то. Вот. Рацион надо составлять именно таким образом. Должно быть зелень, должно быть мясо, должны быть вот это вот все хозяйство. В первую очередь. Вот, да. Так. Ага, привет. Ну, здорово. Так, слышал, пьют желчегонное для избавления от паразитов, есть ли смысл? Нет, было бы все так просто. Да, кушать на ночь или перед сном вредно, вот только что рассказал. Есть перед сном выходите только в том случае, если у вас чего-то нехватка в организме. Ну, да, если вы поужинали макаронами, скорее всего, вы побежите еще и пельмени ночью варить. Вот. Но если вы поели, значит, поужинали там мясо, свинина жареная, да, значит, зелень к этому хозяйству, соответственно, к этому хозяйству, ну, там, да фиг с ним, те же макароны, там, или рис, понимаете ли, там, помидорки к этому хозяйству были, мясо с перцем, соответственно, было, вот, все это дело вы там, допустим, запили томатным соком, вот, или там действительно другим соком, только нормальным, свежевыжатым, вот, не пакетированным, вряд ли в 11 вечера вы рванете к холодильнику зачем-то там еще. Вот сильно сомневаюсь. Так. ВИЧ есть. Ну, блин, вот вы его видели в глаза. Еще раз говорю, на сегодняшний день две точки зрения в научной среде. Вот, ну, скажем так, немножко я как бы там сбоку припеку, скажем так, но где-то как-то имею иногда возможность с умными людьми вот, поговорить. И, соответственно, задаю вот эти же самые вопросы. ВИЧ-то есть, блин, спроси, что попроще, а? Ответ такой. Обычно там от профессора какого-нибудь там и так далее и тому подобное. Понимаете, ну, а здесь вот люди, вот тут вот на уровне там, я не знаю, врача, или тем более там вообще не врача, не медика, там, не биолога, вообще ни одним местом. И они вот так вот всегда уверенно заявляют, ВИЧ есть, все, блин, не смешите мои тапочки. Да. Естественно, цвет зубов белый или желтоватый. А это смотря у кого, смотря как. У всех, опять же, строго индивидуально. Так, есть ли какие-то растения, курение которых полезно? Вы знаете, в аюрведической медицине есть сигареты. Они даже иногда продаются. Вот там в отдельчиках, где всякая экзотика, там что-то индийское, там благовония, там и так далее. Ну, по-моему, им сейчас уже позапрещали к чертовой матери эти вещи продавать. Вот. Но раньше, во всяком случае, да, там продавались сигареты с травами, вот, лекарственными, которые, например, надо было курить при каких-то там заболеваниях, в том числе бронхолегочных. Вот. Я как-то такое покупал. Блин, дорогое, зараза, как чугунный мост. Курил. Эффекта никакого не обнаружил. Я не знаю. Может, я курил не то. Может, я курил не так все это хозяйство. Но, тем не менее, в юридической медицине такая вот штука есть. Да. Опять же, вот эти вот все ароматические травы, ароматические палочки для, как это, курильница, куривания и так далее. Это же вдыхание дыма. Неважно же, там, сигарету в рот вставил, значит, или у тебя вот тут вот это вот хозяйство дымится, а ты вот это вот вдыхаешь. Да, благовония, они оказывают положительное действие.
Так. В дисплазии шейки матки виноваты инфекции, слабый иммунитет. Фу. Так, если я не ошибаюсь, это у нас замещение одного в эпителиальном слое одних клеток другими клетками. Значит, если это так, то обычно там получается причина механическое повреждение. Значит, когда верхний слой сковырнули, что называется, ссадина получилась, понимаете, вот, да, и туда, соответственно, попали живые эпителиальные клетки, более агрессивные, которые там прижились, вот, и которые начинают вытеснять родные клетки, вот. Так что здесь не инфекция, здесь именно механическое воздействие. Соответственно, лечение должно быть соответствующим. Надо просто это место взять, зачистить и посадить туда родные клетки. Медицина пока до этого почему-то не дошла. Вот. Так, можно ли оставлять металл в кости после сращения перелома? Медики говорят, можно. Особенно если это гипоаллергенное, если это титан, например, и так далее. В принципе, особых последствий никаких нет, но эта методика взята у иностранцев. У нас есть прекрасная собственная методика российская. Ой, аппарат Елизарова. Изумительная вещь. Изумительнейшая. Да, спасибо. Проводу. У меня тут чай стоит. Вот. Единственное, что для применения методики и аппарата Елизарова требуется наличие мозга в голове, ну просто наличие мозга и все, и прямые руки. Больше, по большому счету, ну там да, сам аппарат Елизарова требуется, больше ни хрена не надо-то в общем. Вот. А для того, чтобы применять иностранную методику, когда там пластину накладывают или спицу там запихивают внутрь, там даже мозгов не надо. По большому счету там любой джемшут с этим справится. Там требуется чего? Разрезать мягкие ткани, убрать их, вот, после чего, значит, сложить кости так, как положено, после чего, значит, засверлить дырки или все это хозяйство вкрутить напрямую, значит, в заранее заготовленные в пластине дырки, вот, и все. И поскакали довольные. Ну, смотрел я, да, значит, якобы, вау, крутая импортная разработка там. Блин, все круто, все здорово, все изумительно там, блин, ага. Перелом ноги, значит, взяли через коленный сустав, спицу запихали. Блин, дебилы, нахрена? Аппарат Елизарова. Мягкие ткани вскрывать не надо. Ничего не надо. ЕПРСТ. При этом все фиксируется, все там, даже если перелом оскольчатый, прекрасно все там собирается. Потом фиксируется аппаратом Елизарова, блин. И человек без всякого гипса может ходить. И не требуется ему вот эта вот реабилитация послеоперационная. Понимаете? Но я так подозреваю, что вот эта методика с елизаровским аппаратом, она не такая денежная. Скорее всего. Вся причина. У нас сейчас везде бабки. Так, перелом бедра плохо срастается, прошло 4 месяца. Так, поставили пластину. Так, где оно опять у меня? Так, хирург грозит возможным образованием ложного сустава. Ну, все правильно. Йода у вас не хватает. У меня есть, у меня сколько уже, 5 или 6 видео по этому поводу снято. Значит, по переломам. Начиная от самого первого, потом, соответственно, я все это хозяйство дополнял и так далее. Ребят, для того, чтобы перелом
Сросся требуется кальций. Для того, чтобы он сросся быстро, если он быстро не срастается, требуется еще и йод, чтобы эндокринка нормально работала. Как раз таки в первую очередь жалуются на плохое сращивание люди из Средней Азии, значит, и в том числе с российских территорий, которые там граничат с Казахстаном, там, с Средней Азией вообще. В чем причина? Я не знаю. Потому что вот такая вот ерунда с очень низким количеством йода в пище и повышенным потреблением йода в организме, обычно такое бывает в тех местах, где когда-то была ядерная бомбардировка. То есть ядерное заражение, сейчас заражения там нет, ничего уже не фиксируется, но йод там выжжен полностью. Вот. Видимо, присутствуют какие-то остаточные излучения, которые современная наука все еще не фиксирует. Вот. Но, еще раз, йодонормин, йодид калия, йодомарин, хоть что-нибудь, хоть йод там разводящийся с молоком, но внутрь, и все нормально сращивается. Срастается, ребят. Смотрите видео, у меня написано там, как это, ускоряем сращивание перелома, полный вариант, подробно все. Так, глаза слезятся, как от этой проблемы избавиться. Ну, смотря в чем причина. Может там нарушение микрофлоры, может там присутствует какая-то патогенная флора, может быть чем-то забиты слезные протоки. У нас же слезы вырабатываются постоянно, но они не стекают наружу, потому что они уходят вот здесь же в уголках глаз, внутрь, там вот эти вот протоки, которые уходят в носовую полость. Может быть, они чем-то забиты, может быть, там отек хронический, как раз-таки при гриппе, там ОРЗ возникает вот здесь вот отек, пережимаются вот эти вот канальцы слезные, да, и глаза начинают слезиться. То есть, я же не знаю, я же не гадалка, надо, во-первых, все-таки смотреть все эти вещи, да, а потом делать те мероприятия, которые устранят вот эту проблему. Так. Срастался больше 2 лет, а должен срастаться быстро. У меня есть отзывы на сайте, в том числе по переломам. Люди пишут, у кого были сложные переломы, в том числе у кого сросся после, когда вот ничего не срасталось, нашли мои видео, посмотрели, там пройдет в том числе, там гемиксид с лавандой и так далее. Все сейчас срастается нормально. Так. Что непонятного с медведем? Он баллон, обмазанный медом, схватит, там взрыв, дихлофос, лайфхак. Вы получите разъяренного медведя, который, не зная, куда выпустить, так сказать, собственный пар, блин. Вот. Ну, может, конечно, он испугается, убежит, роняя кал. А может быть, он спросит с вас и порвет вас на британский флаг. Блин, и вообще, как это относится к этому стриму, блин? Так, Коль, убери товарища, блин. Так, периодическое курение вреднее, чем постоянное. Ни периодическое, ни постоянное не являются сильно вредными, уже рассказывал на самом деле. Ребят, ну нету исследований на сегодняшний день, которые бы доказывали вот этот вред курения, который сейчас декларируется. Нет этих исследований, нету. У нас вот стоит копнуть Google, Яндекс, и у нас куча исследований на тему влияния алкоголя. И все это хозяйство еще там с 40-х, с 50-х годов в основном массово активно идет. Куча исследователей, куча научных работ, где, значит, с химическими формулами все подробно расписано, что, зачем, почему происходит, значит, и так далее и тому подобное. Вот. А вот с курением вот этого хозяйства просто нет. Нет таких работ, где бы вот это все хозяйство показывалось, доказывалось, рассказывалось и так далее.
Вот. Кто-то мне, значит, рассказывал, что он такие работы видел, там находил, он их изучал, он их читал. Я спрашиваю, хорошо, в таком случае расскажите мне, пожалуйста, каким образом влияет кадмий? Товарищ завис. Он помнил со школы, что есть такой химический элемент. И, собственно, все. Вот. Понимаете момент какой? Значит, в табаке присутствует кадмий. Кадмий является очень активным металлом. Очень активным металлом. В результате этого кадмий, например, будет конкурировать с другими микроэлементами, которые попадают в организм. К примеру. И, соответственно, может возникать нехватка каких-то микроэлементов. Но обычно этого не происходит, потому что все-таки человек вот эту вот слюну со смолами, он предпочитает все-таки ее сплевывать и не прокладывать. Если прокладывать, кадмия будет больше в организме. Тогда, но, опять же, если человек начинает курить с достаточно молодого возраста, то есть до 25 лет, мужчины, например, тогда организм адаптируется к этим вот этим всем вещам. Понимаете, он находит способы компенсировать вот эти вот микроэлементы. И, собственно, все. И, соответственно, вот в этих всех научных исследованиях этот момент, он должен быть озвучен. То есть, как курение влияет на организм, в том числе со всех сторон, значит, как влияет никотин. Но никотин очень сложно синтезировать. Да все бы его, в лабораториях так получали. Подожгли, значит, табачный лист и получили никотин. Но никотин очень сложно получается даже в химической лаборатории. Понимаете? Мало того, здесь высокотемпературное горение в сигарете. Вот. И там банально получается окись никотина, то есть сожженный никотин. При смешивании окиси никотина с водяными парами в легких вы получите никотиновую кислоту. Это органический курс химии, школьная химия, органическая химия. Понимаете? Там, в учебнике нарисованы вот эти вот все вещи, как кислоты получают. Что сначала окись получается, а потом, соответственно, все это смешивается с водой, получается кислота. И, соответственно, никотиновая кислота, она и в Африке никотиновая кислота. Что вот эта никотиновая кислота в таблетках продается, что она в ампулах, значит, продается, что вы ее тут получили. И эффект соответствующий, одинаковый у курильщика, если он, значит, долго не курил, там головокружение возникает, начинаются спазмы сосудов. Ну, очень хорошо, возьмите никотинку, вкалите ее себе, вы получите все то же самое. В чем сложности-то? Так, дальше поехали. Так, отварные свиные уши, хрящи там содержатся, соединительная ткань. Значит, организму необходимо восстанавливать соединительную ткань и так далее. Все просто. Так, лечение пиявками полезно или нет? Как-то пользовался. Положительного эффекта практически не обнаружил. Ну, если, понимаете, если есть там отеки, гематомы какие-то, можно на гематомы сажать этих пиявок. Тогда, да, отек спадает быстрее, гематома проходит быстрее. Собственно, все. Больше ничего, никуда и так далее. Так, можно ли избавиться от сильных растяжек? Если да, то как? Не знаю. Их лучше предупреждать. Мазей, кремов очень много, а так фактически получается шрам, фактически там получается соединительная ткань в этом месте, и все это хозяйство убирается только хирургическим путем. Вот. Так. Имплантация зубов на титановых штырях или челюсти на присоске? На что денег хватит, то, собственно, и будет по большому счету. Вот. Кстати говоря, даже на титановых штырях у людей зачастую
возникает аллергия. Потому что там идут нифига не титановые штыри, там идет сплав какой-то, сплав в том числе с активными ядовитыми металлами, что характерно, потому что у нас очень активная, агрессивная микрофлора во рту. Она в состоянии сожрать, переварить все, что угодно. Так, магнитотерапия. Да никак она не влияет практически. Говорят, что какой-то результат есть, но, опять же, при магнитотерапии обычно все чувствуют какое-то тепло. Причем тепло обычно от самого аппарата. Соответственно, вопрос, а не от этого ли тепла весь результат? Вот. Так, на эритроциты никак не действует. Понимаете, в том-то и дело, что там магнетизм совершенно другого свойства. Вот, опять же, да, непонятно. Когда у эритроцитов полный заряд, они друг от дружки отталкиваются. Когда у них недостаточно заряда, начинают притягиваться. Как это? Блин, вот как это? Что за механизм там? Пока что-то я не нашел специалистов там, физиков, электронщиков, которые бы мне могли объяснить вот этот вот самый эффект. Так. Что вы знаете о сучьем жире? Ничего не знаю. Честно говорю, ничего не знаю, ни разу не пользовался. Так, какая любимая пища у трихомонады? Есть ли рацион питания, который будет держать ее в разумных пределах в организме? Еще раз, смотрите. Если вы представите вот эти болезни в виде пирамиды, да, у вас получится в качестве основания, в качестве фундамента гельминтоз, в качестве цоколя трихомоноз. Значит, гельминты это у нас макроорганизмы. Они достаточно активно гадят. Гадят они тем, что для нас является ядом и токсинами. Это сильно снижает иммунитет. И вот на этом фоне начинает развиваться трихомонада. Трихомонада – это очень древний микроорганизм, который жрет вообще все, что попало. Она что угодно может жрать. Она спокойно выживает в спиртовой среде. Она может жить в присутствии кислорода. Она может жить в отсутствии кислорода. Понимаете? Она проявляет свойства как аэробного, так и анаэробного микроорганизма. Вот что характерно. Единственное, что ее убивает, это сухой воздух. Все. Вот на сухом воздухе, значит, она погибает за 40 минут. Вот вы можете взять, соответственно, чашку, там, я не знаю, из которой пил трихомонозный больной, да, вот, вымыть ее там тщательно с мылом, протереть спиртом, налить себе, значит, горячего чаю, выпить и заразиться. Но вы можете взять эту чашку, вылить остатки чая от этого трихомонозника, поставить чашку, дождаться, когда она высохнет вся, отсчитать 40 минут, после чего спокойно туда налить себе чаю, и вы не заразитесь. Понимаете? Вот, еще раз. На вот эта вот возможность заразиться трихомонадой в первую очередь влияет наличие гельминтов в организме. Вот. А так трихомонада, она присутствует в организме постоянно. И она играет роль в том числе тренера иммунитета. Но когда тренеров становится больше, чем спортсменов, вот, и когда, соответственно, спортсменам, значит, вместо отдыха там тренера гоняют посменно, что будет со спортсменом? Сдохнет скотина. Вот. Понимаете, здесь все то же самое. Здесь все то же самое. При превышении определенного количества, как только иммунитет перестает, теряет возможность держать ее под жестким контролем, так, соответственно, начинают появляться различные заболевания.
В первую очередь вот эти вот заболевания от трихомоноза – это различные опухоли. Вот. Все заболевания фактически желудочно-кишечного тракта – это в первую очередь заболевания от гельминтозов. На этом фоне начинают развиваться различные там эрозии, то есть это плоскоклеточный рак, который вызывается уже трихомонадой, различные язвы, которые опять же вызываются трихомонадой, вот, и прочая хренотень. Понятно, да? Вот таким вот образом, собственно. Вот. Так. Можно ли ванны с йодом принимать? Зачем? Смысл? Лучше на Черное море. Лучше всего. У нас самый богатый водоем йодом – это Черное море. Там на берегах, соответственно, много йода даже в воздухе. Вот. Так что лучше туда. А ванны с йодом. Раньше на фермах, в колхозах, совхозах использовался кристаллический йод. Его банально кидали в машину, которая измельчает траву на силос. Вот там, когда приготовление кормов идет, вот туда кидали этот йод, прям кристаллами, там все это дробилось, измельчалось, растворялось, перемешивалось, и все это хозяйство отдавали скотине. Вот. Сейчас кристаллический йод продается, в порошке, раньше он был именно крупными кристаллами. Вот. И его, например, можно было дома положить на подоконник. Он очень хорошо испаряется. И дома была бы, соответственно, атмосфера, насыщенная йодом. Вот. Сейчас, к сожалению, йод микрокристаллический, порошком идет, испаряется он слишком активно, и там скорее не пользу получите, а отравление йодом. Вот таким вот образом. Вот. Крупнокристаллического йода сейчас не найти. Да, раньше-то у нас его производили, а сейчас вот этот микрокристаллический только китайский я находил. Так, правда ли, что черника улучшает зрение? Общался с врачами в глазной клинике, тестировали, говорит, мы препараты на основе черники. Ничего, говорит, они не дают. Совершенно. Хотелось бы, но они, говорит, нифига не дают. Так, нет, расстреливать товарища не надо. Товарищ на своей волне. Он просто не совсем понимает, где мы находимся, о чем идет речь. Так, как вы считаете, какая форма Земли? Объясняю. Форма Земли называется геоид. Все. То есть это почти что шар, сплющенный с полюсов, вот, и имеющий некоторую однобокость со стороны континентов и некоторую определенную впуклость. Наоборот, да. Нет, все правильно. Однобокость, значит, со стороны континентов и некоторую впуклость со стороны Тихого океана. У нас половина земного шарика – это Тихий океан. Значит, еще раз, по плоскоземельщикам и так далее. Смотрите, во-первых, все упирается в то, что нам, понимаете ли, врут. Вопрос, нахрена нам врут? Второе, с каких времен нам врут и какая цель с тех времен преследуется? Что нам врут, что Земля, видите, плоская. Хрен с ним, пусть будет Земля плоская. Вам от этого будет жарко, холодно, там, я не знаю. Лично мне вообще по барабану. Шарик она там плоская или вообще в виде, значит, это самое, пирамидки, трехгранной. Понимаете ли? Пофигу, честно говоря. Соответственно, была бы она плоская, изначально так бы и, собственно, и говорили. Но,
Берем, к примеру, такого товарища, как Наполеона Бонапартье. Бонапартье, вернее, если брать точный французский. Данный товарищ был не только узурпатором, значит, во Франции, не только императором он там был, но данный товарищ был на самом деле еще и великим математиком, если на то пошло. Данный товарищ применял свои математические знания, в том числе в такой военной науке, как артиллерия, поскольку существует очень интересный эффект. Когда, значит, стреляют в какую-то точку, да, чем дальше от пушки до цели, снаряд тратит определенное время на то, чтобы пролететь и попасть. За это время Земля делает поворот. И снаряд, соответственно, не попадает туда, куда он должен был попасть. Значит, из-за обнаруженного эффекта вот этот вот товарищ Бонапарт, которого, кстати, в свое время приглашали, вернее, он же просился офицером в русскую армию, его послали нахер. Сказали, наверное, такие нафиг умные не нужны. Да. В результате он остался во Франции, устроил, что попало. Вот. Так вот, этот товарищ производил практические стрельбы, и на основе этих стрельб были составлены поправочные таблицы, потому что тут накладывается вращение снарядов, выстреленных из нарезного ствола, и вращение Земли. Вот. Мало того, здесь накладывается не просто вращение Земли вокруг своей оси, но накладывается еще и вращение Земли вокруг Солнца. Понимаете? Каждый раз рассчитывать вот это вот хозяйство достаточно сложно. Поэтому вот те таблицы, которые были составлены еще Бонапартом, до сих пор, уже чуть-чуть поправлены, они уже точнее значительно стали, эти таблицы, они до сих пор используются в артиллерии. Если Земля, плоская, торчит на одном месте, а Солнце, крутится вокруг нее, скажите мне, пожалуйста, нахрена эти таблицы-то? Так, дальше поехали. Кстати говоря, да, по весне я слышал, что собирались плоскоземельщики в Антарктиду. Да, искать, где Земля заканчивается. Где там переход в другую матрицу. С тех пор, что-то я про этих плоскоземельщиков, лето уже прошло, осень на носу, вообще ничего не слышал. Нашли они эту другую матрицу, нет? Или теперь тихо сидят и скромно молчат, Так, дальше. Можно ли употреблять сушеный мухомор или настойки? Не знаю, не пробовал, но в принципе мухомор является лекарственным грибом. Вот тут как раз таки второй вопрос. Как вы относитесь к растительным ядам для лечения онкологии? Все является ядом, все является лекарством, дело строго в дозе. Значит, что сейчас, что значит мухомор, что бледная поганка используется животными в лесу именно для лечения. Вот. Все. Значит, единственное, с настойками сложнее, с ягодами проще. Вот. Одну ягодку съел волчью, сладкая, а вторую съел, да в принципе нормальная, вкусная. Чем мне говорят, что волчьи ягоды жрать нельзя-то. Третью ягодку съел, какой-то у нее вкус странный, подозрительный уже появился. Четвертую, просто выплюнул, потому что гадость какая-то химическая. Понимаете, да так отреагировал организм. Если бы я сразу надрал там десяток ягод, да, в горсть закинул, сожрал, что бы произошло? По большому счету, скорее всего, мои бы товарищи долго меня ждали, когда я выйду из этого леса, вот, когда я перестану, помечать все кусты, вот, пока я перестану драть лопухи в этом лесу там и так далее. Вот. А после того, как я бы прочистился со всех сторон одновременно, наверное, я бы бледный, но живой выполз бы оттуда, меня бы увезли.
Вот. Потому что в первую очередь все вот эти вот яды, они вызывают гибель патогенки. Организм, он крупный, он выживет, концентрация яда на него маленькая, а концентрация яда вот на этот патогенный микроорганизм достаточно большая. Единственное, что все это хозяйство требует аккуратного применения. Вот. А так как у нас выращивается потребительское общество, где народ привык, что существует защита от дурака. Вот. Блин, скоро ножи, по-моему, начнут тупые выпускать. Вот. Да, и вилки, на которых пробка сразу надетая, блин, чтобы не поранились. Вот. Соответственно, поубирали все вот эти вот самые эффективные лекарственные растения, которые были ядовитыми, их все поубирали к чертовой матери из продажи, из аптек. Вот. Хотя, например, тот же морозник я использовал. В свое время он еще продавался, я его находил, пытался использовать. Никакого эффекта я от него не почувствовал. Может, я его мало ел. Хотя, в принципе, дурно мне от него было. Травился я им. Вот. Может, я его неправильно ел. Может, я его ел не от того. Может, моя жена не от того его ела. Но эффект, честно говоря, мы не почувствовали. Вот. Есть, соответственно, у нас достаточно эффективная травка, корень молочая палласа, он же мужик корень, он же молочай Фишера. Вот. Да, является иммуномодулятором, то есть настройщиком иммунитета, является противоопухолевым средством, пинает под задницу простату, во всяком случае желание вызывает. Вот, простатит лечит, но только в том случае, если сочетается с другими травами. Вот эта штука есть, она, да, действительно работает. Вот. Мухомор я не использовал. Зачем? Куча более эффективных вещей есть со всех сторон. Вот. Так, почему стоматологи не берут мазки с зубов на предмет вредных бактерий? Так. Нет, не совсем. Значит, зубы удаляются обычно тогда, когда там все. Восстанавливать уже практически нецелесообразно. Нечего там восстанавливать. Вот. Там, скорее всего, придется рассверливать все это хозяйство до такой степени, что стенки останутся очень тонкими, держать они нагрузку не будут, поэтому все, нафиг. Вот. И так далее. Так, мазки с зубов. Зачем? И так все известно. Там самое основное, как сказать, что с человеком не делай, он все равно упорно ползет на кладбище. Понимаете? Даже если человеку возьмут мазок, определят, кто у него там живет. Что дальше-то с этим человеком делать? Пристрелить, чтобы не мучился? Дать антибиотиков? Чего ему сделать-то? Дело в том, что человек вернется обратно в свою квартиру, к тому образу жизни, который он ведет, к тем людям, с которыми он общается ежедневно, и от которых он получит перезаражение. И все вернется на круги своя. Смысл? Совершать какие-то ненужные телодвижения. Вот и все. Заселить полезным штаммом кого? Кишечник? Весь? Вот понимаете, есть вот такой вот список микроорганизмов полезных, которые живут у нас в ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт, он начинается как раз вот здесь вот за губами и заканчивается задницей. Вот это вот все, что там вот это бьется от рта, значит, от зубов до ануса, это есть желудочно-кишечный тракт. И он заселен одной и той же микрофлорой. Список полезной микрофлоры вот прижилась персонально у вас, или... Понимаете? Заселить искусственным штаммом, чтобы что? Чтобы он вытеснил кого? В результате кто там жить не будет?
Что у вас синтезироваться в результате не будет в кишечнике? Нет еще на сегодняшний день таких вот штаммов жизнестойких, жизнеспособных, которые могут вытеснить естественную природную микрофлору из кишечника, да, и при этом сохранить весь функционал. Нет. Так, секунду. Так, стрим, да. Стрим мы заканчиваем на сегодня по одной простой причине. Я его вел с телефона. Что характерно, значит, с 90% уже заряд упал до 4, так что телефон скоро выключится сам. Вот. Так, все вопросы администратор скопирует. Вот. Я постараюсь на них ответить либо письменно, либо мы с вами продолжим, ну, давайте на следующей неделе вопросов, потому что я смотрю, много интерес есть. Вот. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час, ну, в смысле, в следующую субботу, в то же самое время. Вот. Спасибо всем, кто пришел. Вот. Надеюсь, было интересно, вот, и познавательно. Всем пока!